Всем привет! Подборка самых интересных транспортных новостей за последние 2 недели уже здесь. Колумбийский город Медельин с населением свыше 2,5 миллионов человек уже располагает 2 линиями метрополитена, а также линией Транслора. Конструкция напоминает трамвай, правда, есть одна металлическая направляющая посередине и резиновые колеса для устойчивости по бортам транспортных средств. Метро и Транслор являются представителями магистрального рельсового транспорта Медельина. Однако теперь в городе собираются строить полноценный трамвай. Желание строить трамвай обусловлено наличием потребности в новых маршрутах магистрального рельсового транспорта, но отсутствием достаточных средств на расширение системы метро. Линию длиной чуть больше 13 км с 17 станциями начнут строить уже в этом году. Если трудностей не возникнет, то уже через 4 года все будет готово к запуску трамваев. Подрядчиком выступает консорциум из китайской фирмы China Railway Construction Company и португальской фирмы Mota Engil. Поставщик трамвайных вагонов пока не определен. Власти Варшавы передают украинскому городу Конотоп 23 трамвая модели Консталь 105, выпущенных в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века. Столица Польши активно заменяет их современными трамваями, а поскольку ресурс старой техники еще не исчерпан, ее решили отдать в качестве гуманитарной помощи в данный украинский город с населением около 80 тысяч человек. К сожалению, при нынешних печальных обстоятельствах на более масштабную модернизацию трамвая в Конотопе рассчитывать не приходится. У бывших варшавских трамваев заменят тележки. Ранее они работали на европейской колее, а колея путей в Конотопе немного шире. Стоит отметить, что это первый случай, когда трамваи данной модели будут работать за пределами Польши. Кстати, ранее стало известно, что из Варшавы в столицу Украины, в Киев, в качестве гуманитарной помощи передадут бывшие в употреблении метровагоны. Филадельфия, самый населенный город американского штата Пенсильвания, до конца 2030 года получит 130 низкопольных пятисекционных трамваев от французской фирмы Alstom, вместо ныне работающих старых трамваев японской компании Kawasaki. Для Alstom это первая поставка трамваев в США, причем помимо утвержденных 130 вагонов есть еще опцион на дополнительные 30 трамваев. Городские власти и транспортный оператор Филадельфии, в свою очередь, хотят использовать обновление трамвайного подвижного состава как двигатель прогресса в сфере городского транспорта. Грядет реконструкция существующих подземных станций трамвайной системы, а также обустройство платформ на уличных остановках трамваев. Кроме этого, стратегия по транспорту Филадельфии предполагает и другие изменения, включая реформу автобусных маршрутов. Есть и планы по замене дизельных автобусов на электробусы, водородные автобусы и на троллейбусы, поскольку в городе действует троллейбусная система, которую закрывать не планируют. Очевидно, что после уже возникших проблем с электрическими автобусами власти больше не будут делать упор только на них в вопросе замены дизельных автобусов. В целом, транспортные планы Филадельфии выглядят амбициозно, и уже в ближайшие годы станет понятно, все ли из перечисленного удастся воплотить в реальность. Еще одна новость из Украины. Верховная Рада приняла закон, согласно которому с 2030 года станет невозможной закупка дизельных автобусов для городских маршрутов. Разрешено будет покупать автобусы с электродвигателем, газомоторные и водородные автобусы. Данный закон позволит ускорить процесс перехода городов на экологически чистый транспорт. Уже с 2036 года эксплуатация дизельных автобусов на городских маршрутах будет запрещена. По предварительным подсчетам, к моменту вступления в силу запрета на покупку дизельных автобусов в крупных городах доля экологичных автобусов составит около 25%. Российский город Ярославль в этом году получит один новый трамвайный вагон. Но не все уж прямо так плохо. В рамках подписанного концессионного соглашения фирма Мависта полностью обновит рельсовое полотно в городе, модернизирует подстанции, построит новое депо. А к середине 2025 года город получит 47 новых трамваев, один из которых привезут уже в этом году. Соглашение с фирмой власти заключили на 20 лет. При этом из-за структуры концессии, в основе которой инфраструктурный кредит, Ярославская область влезет в долги, и некоторые СМИ уже посчитали итоговые масштабы финансовых обязательств госбюджета. Трамвай Ярославля долгие годы стагнировал по вине властей, и в итоге теперь только на приведение трамвайной системы в нормальное состояние потратит десятки миллиардов рублей, причем еще и с появлением у региона долговых обязательств по кредиту.
О некоторых проблемах при реализации концессий в городах России я рассказывал в отдельном видео. Его вы найдете в подсказках к данному ролику. На этом у меня все. Большое спасибо за просмотр. Благодарю всех, кто оценил данное видео и оставил комментарий о ролике или предложение по улучшению контента канала. Также рекомендую подписаться на социальные сети канала. Все ссылки в описании. До скорых встреч. Желаю всем свободы и мирного неба над головой.